Всем привет! У меня, значит, на операционном столе вот такой принтер. Это Sapphire Core XY. И он ко мне попал не случайно. Значит, друг купил в Китае, включил, и у него сгорел блок питания. Значит, написал китайцам, китайцы прислали блок на замену, он заменил, включил, и тот снова сгорел. И после этого уже его отдали мне. Я блоки питания ремонтировать не умею, но я отдал его отцу. Отец блок питания починил, и теперь мы можем его включить. Единственное, что осталось неисправно, как мы потом определили, вот такой блок с релюшкой, который отключает питание с помощью контроллера. То есть принтер закончил печать, и он может его отключить. Но, в принципе, он особо не нужен. Можно отключать с кнопки самому. Единственное, что надо сейчас удлинить провода. Я это сделаю не на камеру, так что... И попробуем его включить. Все, поехали. Итак, показываю. Значит, вот питание идет к блоку питания напрямую. Вот я тут наращивал разными цветами провода. Значит, вот здесь стоял вот такой блок. Он релюхой управлял отключением, переключением, в общем, неважно. То есть теперь питание, ну вот здесь в принципе есть выключатель, отсюда, наверное, не видно, ну ладно. Ну вот тут контроллер, тут у нас моторчики, тут дисплей, так, тут питание, так, так, отходим подальше, и вот здесь у нас питание. Так, лампочки загорелась. Так, что у нас? Этот блок питания нам не нужен, чтобы он тут нам не мешал. И можем чутка повернуть. И, в принципе, дисплей загорелся. Ну, кнопка теперь не будет работать. Ну, фигня. Не важно. Значит, дисплей работает. Ставим нормально и пробуем печатать. Первым делом примем внутрь, вернее, мы чутка протрем поверхность, потому что бумажка разваливается. Ну, надеюсь, тут ничего не останется от них. Так, потому что так, микрофон. Значит, у меня есть вот такая, это называется платформа. Наверное, она как наклейка, хотя хрен не знает. Я не знаю. Наверное, как наклейка. Вот. Вроде как липкая. Так, чтобы лого красиво было. Так. Вот так. Так, я какую-то хрень скачал на вот такую импровизированную флешку. И попробуем включить. Так. Не будем ничего выравнивать, там разберемся. Значит, да, самое главное. Вот такой у меня пластик. Это сейчас поближе еще. И все равно не дает. Крестик стоит. Не знаю, может она должна только при включении. Так, нашел я флешку. Как флешку, SD-карточку, как флешку. Попробуем
А, нет, давай попробуем включить, когда она выключена. Так, и включить так. Так. Нажимаем печать. О, и есть. И тут вот верхняя. Так, верхняя. Окей. И тут 20 на 20 куб. Ну, давай 10 на 10. Start print. Yes. Так, поехал. Поехал. Ну, там далеко. Так. Не видно, чтобы он что-то выдавливал. О, начал что-то выдавливать. И вот он печатает в воздухе. Не знаю, все провалилось. Здесь все нормально с катушкой. Вот, провод не натянут. И печатает он в воздухе. Сопло забилось или что-то такое. Ладно, останавливаем печать. Кстати, на катушке можно посмотреть, сколько написано. Температура 190-220. Так что можно поставить больше. Все это развалилось. Деталька развалилась. В общем, хрень. Так. И это надо... Тут паутина. Ну, короче, с принтером все. Я поставил, значит, печататься PLA. Нашел тестовый куб, который как бы производитель предоставляет G-код. И экструдер забился, и ни туда, ни сюда. Надо разбирать экструдер, надо вытаскивать филамент. Никакие ухищрения протолкнуть его у меня не получилось. Не знаю, что там, может, слишком мягкий этот PLA. Где-то у меня что ли цифры был, может он не соответствует диаметру. Не знаю.
1,7 точно. Вот. Так что придется его отдавать как есть. Могу показать, что у меня получилось напечатать. Так, если будет видно, вот такой полукубик. Качество, в принципе, хорошее. Это сторона, которая к площадке. Это инфил. Единственное, что, я не знаю, будет видно, тут видно 3 слоя, и они не склеились. То есть разваливается. Ну, я попробовал поставить температуру побольше, но все равно забилось и не напечаталось. В общем-то и все. Не знаю, что с ним дальше. Отдам так пока. Будем смотреть вместе или что-нибудь такое. В общем, всем пока.